Всем привет, друзья! На повестке дня беспроводной Hello Fish Finder, владельцем и успешным пользователем которого я являюсь на протяжении около 6 месяцев. Как заявлено в паспорте устройства, эксплуатация его возможна при условии не ниже 10 градусов мороза. Очередной зимний день, я на рыбалке, оседаю там, где сонар показывает кучу рыбы. Там уже рыбачки, но нам не туда, там ловят плотву подлещика, окунька. За островом тоже ловят плотву подлещика. Там у нас русло на среднем вот этом острове. Остров еще один. И вот камышовый такой островок. Я хочу локализоваться где-то возле него. Вот я сейчас нахожусь на моречке на Минском. И мы идем и боимся, и постоянно проверяем лед. Сейчас собираемся пробурить лунку, чтобы проверить толщину льда. Потому что я стала бить пешней, и лед стал трещать, так сыкотно становится. Мы идем фактически в ту сторону, где нет людей. Поэтому сейчас вот уже бурим лед и проверяем, сколько его толщина. Вот, чтобы чувствовать себя в безопасности. Все остальные рыбаки идут, им как-то пофиг. Вот я наконец-то почти добралась до того места, которое я хотела обосновать. Но мне кажется, что вот это вот возле камышей как раз-таки промоины. Наверное, не очень безопасно, но там промоин нет. Поэтому, мне кажется, лучше не рисковать. Либо обойти вот это стороной, либо идти ставить жерлички там. Половину жерлиц я делаю вот такую с грузиком. Получается абсолютно стандартный монтаж. Если кто-то думал, что я о нем не знаю, то вот у меня сама жерличка, кстати, новая. Переворачивается вот так вот, вставляется. Опа! Сейчас. Флажочек, опа-на. Смотрите, оп. Вставила флажочек. Здесь леска, наверное, где-то может какая-нибудь 0,2, 0,25, 0,3. После последнего видео многие почему-то подумали, что я не умею выставлять жерлицы, что у меня вообще какое-то странное оснащение, хотя без грузиков я решила их сделать, потому что такие советы были тоже в интернете, и у людей с достаточно большим опытом мне советовали тоже, много людей на самом деле советовало ставить груз 1-граммовый, либо вообще его не ставить. Блин, какая-то птичка скачет. Так, значит, что я делаю? Опускаю свою жерличку на дно. Оп. Все, лежит на дне. Я знаю, что для того, чтобы поднялся крючок от дна, надо сделать 3 намотки. 3. Ну, я сделаю еще одну вот так. Теперь я фиксирую глубину вот таким вот образом. Так, стоп. Жерлички новые, флажки еще не подогнуты. Опа. Опа. Так. И все. Теперь я достаю и на установленной глубине. Глубина здесь совсем небольшая, где-то приблизительно метр. Слава богу, если мы вдруг провалимся, хоть не глубоко будет. Холодно, но не глубоко. Все. И устанавливаю живца. Так что, если кто-то думал, что я не знаю, как правильно устанавливаются жерлицы, то как бы живчик у меня сегодня... Плотка дожила. Тоже спасибо за советы всем, кто давал. В этот раз плотка ночевала отдельно от карася. И, честно говоря, по-моему, живее теперь, чем карась сам. Так, сейчас. Главное ее не завалить, как обычно. Оп. Все, плоточка живая. Пускаем ее в луночку. Опускаем ивоночку. Это просто вот интересно, тут кто придумывал ставки без вот этого вот, без поддончика, бляха-муха. Он вообще эти ставки сам ставил. У меня уже руки все замерзли.
Ну что, 8 ставочек установлены. На половине ставок стоит живец плотва, на половине карась. Какие-то ставки стоят возле камышей на глубине приблизительно до метра, какие-то на глубине до 2,5 метров. Вообще у нас уже погода достаточно долго стоит. Температура воздуха сегодня составляет где-то, наверное, -6. Идет небольшой снег, солнца нет. Так, вот сейчас проверяем эхолотом. Стоит луночка. Смотрите, сколько здесь рыбы, ребята. Глубина 2,4 метра. Мы проверили каждую лунку, в которой ловили. В конце дня, после повторной проверки луночек на наличие рыбы и обнаружения сонором целых косяков, приняли решение опустить камеру под воду и увидеть рыбу, которая так и не клюнула за день, своими глазами. Та-дам, уважаемые! А рыбы-то оказалось, что нет. А ведь зимой найти место, где она есть, главная задача каждого рыболова. А если бы мы увидели в начале дня, что рыбы нет, думаете, остались бы на этом месте? А вы бы остались ловить на точке, где рыба не обосновалась, на зимовку? Бляха, муха, ребята, то чувство, когда ты просто супер рыбак. Смотрите. Как он мог сюда попасть? Как это произошло? Я не понимаю. Ё-моё. В нынешнее время актуально использование эхолотов и подводных камер, но, к сожалению, качество многих оставляет желать лучшего. Это не антиреклама эхолота, а лишь видео о практическом использовании изделия в условиях низких температур, не запрещенных по техническому паспорту. Вывод: верить нужно только своим глазам. Получается, использование такого изделия целесообразно для того, чтобы узнать характер дна, глубину, температуру воды. А вот для поиска рыбы я для себя решила, что пока не увижу своими глазами, не поверю. Значит, нужна подводная камера. Сталкивались ли вы с тем, что эхолот врет? Ловите рыбку на наработанных точках там, где эхолот не нужен? А может быть, пользуетесь классной подводной камерой и всегда знаете, где есть рыба? Пишите комментарии, кто, как, что и чем. Будет весьма интересно. Надеюсь, что информация из видео будет для вас полезной, вы поймете, чему отдать предпочтение, если захотите потратиться на любимое хобби. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!